Самая богатая империя в истории человечества собрала самую большую армию, какую когда-либо видел мир. И повела ее через целых 2 континента, через море и горы, чтобы дойти до маленького города, в котором не было ровным счетом ничего ценного. В Спарте не было золота, не было ни гавани, ни сколько-нибудь серьезной торговли. У нее не было даже нормальной городской стены, и спартанцы этим гордились, отвечали, что их стены – это их воины. Грабить там было нечего, захватывать невыгодно. С точки зрения голого расчета, снаряжать против Спарты огромную армию было примерно так же разумно, как собирать войско ради того, чтобы отнять у соседа сарай. И все равно царь царей шел именно туда. Мы все знаем картинку из фильма «300 спартанцев». Бородатый Леонид рычит «Это Спарта!» и пинком отправляет персидского посла в колодец. Красиво. Вот только за этим колодцем стоит история, которую в кино показать забыли. И именно она объясняет, почему персидский царь не оставил Спарте ни единого шанса договориться по-хорошему. Я, когда в ней разобрался, начал смотреть на тот самый пинок совсем другими глазами. Сейчас расскажу почему. И поверьте, к финалу станет немного не по себе. Начать придется не с того царя, что шел на Спарту, а с его отца. Потому что войну он, по сути, получил в наследство. Отца звали Дарий. Из тех людей, у кого под рукой полмира, а заснуть спокойно мешает один единственный, далекий город. Вышло так. На западном краю его державы греческие города Малой Азии, сидевшие под персами, подняли восстание. Грекам с материка эти ребята приходились роднёй, говорили на одном языке, и Афины отправили им на помощь 20 кораблей. Вместе восставшие дошли до Сарт, крупного персидского города в глубине Малой Азии, и сожгли его дотла вместе с храмом. А потом афиняне спокойно сели на корабли и уплыли домой, будто ничего особенного не случилось. Для них это была вылазка, а для Дария – пощечина, прилетевшая непонятно откуда с самого края известного мира. И Геродот передает деталь, от которой у меня до сих пор немного холодеет спина. Когда Дарию доложили про сарды, он сначала даже не разозлился на ионийцев, был уверен, что уж эти от него никуда не денутся. А вот про афинян переспросил, кто это вообще такие? Ему объяснили. Тогда он взял лук, пустил стрелу в небо и попросил у Зевса дать ему отомстить. А еще приказал одному из слуг трижды повторять ему перед каждым обедом одну фразу «Господин, помни об афинянах». Вдумайтесь, самый могущественный человек планеты садится за стол, ему несут еду, а слуга стоит рядом и трижды бубнит про какой-то городишко на другом конце земли. Каждый день. Годами. Вот это, по-моему, и есть настоящий двигатель всей будущей войны. Небольшая стратегия и не жажда новых земель. Уязвленное самолюбие человека, которому стало можно все, и который теперь не в силах проглотить, что кто-то посмел ему нагрубить. Мстить Дарий начал не с армии, а с дипломатии, если ее можно так назвать. Где-то в 491 году до нашей эры он разослал по греческим городам послов с требованием простым на слух: «Дайте земли и воды». За этой мягкой формулой стоял жесткий смысл. Земля и вода – знак полной покорности. Поднес послам горсть своей земли и кувшин своей воды. Значит, признал, что и земля, и вода теперь царские. Ты больше не свободный город. Ты часть империи. И вот что важно понять. Большинство городов согласились. Никаких поголовных героев из учебника не было. Очень многие посмотрели на размеры персидской державы, прикинули шансы и спокойно вынесли послам землю с водой. Жить-то хочется. Мы привыкли к красивой картинке, где вся Греция как один встает против восточного деспота. А на деле вся Греция – это десятки городов, которые между собой грызлись не меньше, чем с персами, и добрая половина которых легла под царя без единого боя. Героев было меньшинство. Так, если честно, бывает почти всегда. А двое ответили иначе. В Афинах послов отдали под суд и казнили, сбросив в пропасть. А в Спарте поступили проще. Подвели к колодцу и столкнули вниз. По Геродоту им вдогонку крикнули что-то вроде «Вот вам земля, вот вам вода, сами оттуда и набирайте для своего царя». Узнаете? Да, это та самая сцена. Только в реальности не было ни Леонида, ни пафосного замедленного пинка. Леонид тогда еще даже не был царем, и послы были не Ксеркса, а его отца Дария. Зато было кое-что поважнее эффектности – прямое нарушение того, что во всем древнем мире считалось святым. Посол, вестник – фигура неприкосновенная. Его можно ненавидеть, можно прогнать, можно ответить ему отказом.
Но убить вестника – это уже не грубость. Это плевок в богов, которые таких людей охраняют. Спарта и Афины этот плевок сделали. И с той минуты, нравится им это или нет, они с Персией уже фактически воевали. Дальше Дарий перешел к делу. И тут в историю входит человек, без которого, я почти уверен, большой войны бы и не случилось. Полководец по имени Мардоний. В 492 году до нашей эры он повел первую большую экспедицию вдоль Фракийского побережья. Поначалу все шло гладко, пока флот не обогнул мыс у горы Афон. Там его накрыл шторм. По Геродоту, персы за одну ночь потеряли 300 кораблей и 20 тысяч человек. Без единого сражения. Просто море решило, что сегодня оно сильнее самой большой империи на свете. И оказалось право. Запомните этот шторм у Афона. Он еще аукнется, причем очень показательно. Через пару лет, в 490-м, Дарий снарядил новую экспедицию. Уже морем, напрямик через острова, прямо на Афины. Она высадилась на равнине у местечка под названием Марафон. Чем это кончилось, знают, кажется, все. Афиняне, которых было втрое меньше, разбили персов на голову. Вот тот самый позор, который Дарий проглотить уже не успел. Он умер в 486-м, так и не отомстив. И теперь представьте наследника. Новый царь получает не только трон и полмира в придачу. Он получает незажившую отцовскую обиду. Слуги, что шептал про афинян, уже нет. Но есть кое-что похуже. Память о том, что твой великий отец проиграл каким-то грекам и сошел в могилу, не сумев это исправить. Звали наследника Ксеркс. А теперь факт, который, готов поспорить, для многих окажется неожиданным, потому что он ломает весь привычный образ. Ксеркс поначалу вообще не рвался на греков. Так и пишет Геродот. Новому царю эта затея была попросту неинтересна. Дел и без того хватало. Для начала пришлось давить восстание в Египте. Греция болталась где-то далеко, в самом низу списка. И вот тут за дело взялся все тот же Мардоний, чей флот когда-то утонул у Афона. Его-то мотивы Геродот вскрывает безжалостно. Мардоний изводил царя разговорами про месть, мол, афинян надо наказать. Но настоящая причина была проще и циничнее. Он хотел сам сесть наместником над завоеванной Грецией. Ему нужна была война, чтобы получить в управление целую страну. И этот человек день за днем капал царю на ухо. К доводам про месть прибавлял лесть пожирнее. Европа, мол, так прекрасна, такие там сады и земли, что владеть ими достоин один лишь персидский царь, и больше никто из смертных. Вот тут я не удержусь и вставлю свое. Мы привыкли думать про великие войны как про столкновение народов и идей. А копнешь поглубже, и часто там сидит вот такой Мардоний. Один честолюбец, которому очень хочется должность побольше и который умеет нашептывать начальнику ровно то, что начальник хочет услышать. Историю двигают не только герои с принципами. Иногда ее двигают чьи-то карьерные планы. Был, правда, и голос против. Дядя царя, мудрый старик Артабан, на совете сказал прямо: «Не делай этого, ставка слишком высока, ты рискуешь всем». И прибавил мысль, которая мне кажется едва ли не самой точной во всем их споре. Молния, мол, всегда бьет в самые высокие деревья и в самые большие дома, а не в мелкую траву. Боги осаживают как раз того, кто поднялся выше прочих. Иначе говоря, чем крупнее и наглее ты замахнулся, тем вернее по тебе и прилетит. Ксеркс сперва обозвал его трусом, а ночью призадумался и к утру решил: все, похода не будет, дядя прав. И вот тут история делает поворот, в который я, как человек нашего времени, верю с трудом. Но без него никак, потому что для самих персов, похоже, именно он и был главным объяснением. В ту самую ночь, когда Ксеркс решил отменить войну, ему приснился сон. К постели подошел высокий человек благородного вида и спросил: «Что же ты передумал, перс? Зря отказываешься. Делай, как решил днем. Иди на греков». Наутро царь отмахнулся. Мало ли что приснится. Но на следующую ночь призрак явился снова, уже с угрозой. «Откажешься от похода, падешь так же быстро, как возвысился». Ксеркс перепугался и сделал ход очень человеческий. Решил проверить, не сходит ли он с ума. Уговорил дядю Артабана надеть его царские одежды, лечь в его царскую постель и посмотреть, придет ли призрак к нему. И по Геродоту призрак пришел к Артабану и велел ему перестать отговаривать царя от того, что должно случиться. После этого оба, и царь, и его осторожный мудрый дядя, поверили в сон окончательно.
Война была решена. Теперь честно, как я к этому отношусь? Я не думаю, что все было буквально так. И тут я, кстати, не одинок. Многие историки считают эти сны красивой литературной вставкой. Но есть версия, которая мне нравится куда больше, что историю про вещий сон сочинили и распространяли сами персы, чтобы оправдать войну. Смотрите, как удобно выходит. Не царь по своей прихоти погнал сотни тысяч людей насмерть, а сама воля небес велела. Не Ксеркс виноват. Судьба. Подумайте, как это работает. Решение-то уже продавлено. Продавил его честолюбивый Мардоний, которому нужна своя провинция. Но объявить армии «мы идем убивать и умирать, потому что одному вельможе хочется должность» как-то неловко. А боги явились царю во сне и приказали – совсем другой разговор. Под такое и кнут терпеть легче, и голову сложить не так обидно. Меня в древних сюжетах всегда поражает именно это. До чего же мало с тех пор изменились сами приемы. Способ упаковать чужую корысть в красивую обертку из судьбы и долга работает сегодня ровно так же. Декорации сменились, механизм нет. Дальше пошла подготовка, и размах ее был такой, что цифры спорят до сих пор. Геродот насчитал у Ксеркса что-то совсем нереальное, под миллионы. Современные оценки скромнее и сильно расходятся между собой. Кто говорит про сотню с небольшим тысяч, кто про 300 с лишним. Плюс сотни кораблей в придачу. Но даже по самым осторожным подсчетам это была крупнейшая военная сила тогдашнего мира. И вот тут начал проявляться характер. А человека, по-моему, лучше всего показывают не его триумфы, а то, как он ведет себя, когда что-то идет не по его плану. Сперва была гора Афон, та самая, у которой утонул флот Мардония. Ксеркс не хотел повторения, и вместо того, чтобы просто обогнуть опасный мыс, приказал прорыть через перешеек целый канал, чтобы корабли прошли насквозь, минуя гиблое место. На это ушло около 3 лет. Тысячи людей под кнутом надсмотрщиков копали землю. Финикийцы, кстати, оказались хитрее прочих. Рыли траншею пошире сверху, чтобы стенки не осыпались на работников. Мелочь, а виден инженерный ум. Но вот что замечает Геродот, и я с ним согласен. Канал был не про практичность. Корабли в те времена спокойно перетаскивали через такие перешейки волоком. Канал был про другое, про послание всем вокруг. Смотрите, я могу переделать под себя саму землю. Захочу и прорежу гору насквозь. По дороге был еще один случай, который я не могу пропустить. К Ксерксу пришел богатейший лидиец по имени Пифий, принял царя с войском у себя, угостил по-царски и предложил отдать на войну все свое огромное состояние. Царь растрогался, осыпал его благодарностями, назвал другом. А потом Пифий совершил одну единственную ошибку. У него было 5 сыновей, все уходили в поход, и отец попросил оставить ему хотя бы старшего, чтобы было кому досмотреть его в старости. И тот же Ксеркс, который минуту назад обнимал его как друга, мгновенно превратился в зверя. Он велел найти старшего сына Пифия и разрубить его пополам. 2 половины разложили по обе стороны дороги, и царь провел между ними всю армию. Минуту назад – объятия, а теперь 2 половины тела вдоль обочины, и войско марширует между ними. Запомните эту скорость, с которой он переключается. Чуть позже она объяснит нам все. Наконец, армия дошла до Гелеспонта, пролива между Азией и Европой. Чтобы перевести войско по суху, Ксеркс приказал навести мост из связанных канатами кораблей. На самом деле толковая инженерия. И вот мост готов, и тут налетает шторм и рвет его в клочья. И царь царей делает то, после чего я уже не могу относиться к нему просто как к великому правителю. Он впадает в бешенство. Инженерам, строившим мост, рубят головы. Но это полбеды. Геродот пишет, что Ксеркс приказал высечь само море. 300 ударов плетью по воде. В пролив бросили оковы, символически заковать его в кандалы. А еще, по слухам, туда сунули раскаленное железо, чтобы заклеймить воду. И все это под слова, которые палачи должны были выкрикивать проливу. «Горькая вода! Так наказывает тебя твой господин за то, что ты обидела его, не получив от него обиды. Царь Ксеркс перейдет через тебя, хочешь ты того или нет». Вот теперь вернитесь к тому шторму у Афона. Когда-то море решило судьбу целой экспедиции, и никто ничего не смог поделать. А Ксеркс решил, что он-то с морем разберется, высечет его, как раба. И все же тот же самый человек способен был на вещи, которых от него совсем не ждешь. Это, наверное, мой любимый эпизод во всей истории.
Армия собралась у города Абидос на азиатском берегу пролива. Ксеркс поднялся повыше, чтобы оглядеть все разом, и увидел картину, какой до него, наверное, не видел никто из живущих. Весь Гелеспонд скрыт под кораблями. Берег и равнина забиты людьми до самого горизонта. И все это его. Сначала, пишет Геродот, царь назвал себя счастливейшим из смертных, а через мгновение расплакался. Рядом стоял все тот же Артабан и удивился. «Государь, только что ты ликовал, а теперь плачешь. Что с тобой?» И Ксеркс ответил то, чего от такого человека не ждешь вовсе. «Меня, — говорит, — вдруг охватила жалость. Я подумал, как коротка человеческая жизнь. Вот стоит огромное войско, а ведь из всех этих людей через 100 лет не останется в живых ни одного. Зацепило меня это едва ли не сильнее всего остального. Вот человек, который вообразил себя сильнее моря и только что разрубил надвое чужого сына за неловкую просьбу. И вдруг, на самой вершине своего могущества, глядя на крупнейшую армию в истории, он плачет. Не от страха перед греками, а от простой человеческой мысли. Все это пройдет. И бесчисленные люди внизу, и он сам. А дядя ему в ответ выдал и вовсе мрачное. В жизни, мол, есть вещи печальнее короткости. Нет на свете такого счастливца, который хоть раз, да какой там раз, много-много раз не пожелал бы себе лучше умереть, чем жить дальше. Невеселый разговор перед большой войной. Но именно из таких сцен и видно, что перед нами не картонный злодей, а живой человек. Запомните его слова про 100 лет. Они вернутся к нам в самом конце, и так, что мороз по коже. А потом слезы кончились, и началось дело. Войско пошло через мост из кораблей. Сотни судов выстроили в 2 ряда поперек пролива и стянули их канатами из папируса и льна, толщиной чуть ли не в руку. И вот тут Геродот добавляет деталь, которая разом отрезвляет от всякой романтики. Переправа шла 7 дней и 7 ночей, без остановки, и шла под кнутом. Людей буквально гнали плетьми по живому настилу из лодок, чтобы не сбавляли шаг. Вот вам, к слову, и вся воля небес с всеобщим воодушевлением. 7 суток подряд по качающемуся мосту под ударами надсмотрщиков. А едва войско ступило на европейский берег, случилось то, на что Ксеркс не обратил никакого внимания. И совершенно зря. Кобыла родила зайца. Звучит как бред, но Геродот подает это на полном серьезе, как знамение, и тут же растолковывает. Царь поведет на Грецию огромное пышное войско, а назад, к этому самому месту, будет уносить ноги, спасая собственную жизнь. Заяц, понимаете? Зверек, у которого вся жизненная стратегия сводится к одному – удирать со всех ног. Был и еще один знак, еще в Сардах. Мул принес приплод, в котором было не разобрать, самец это или самка. Царь отмахнулся от обоих и пошел дальше. Я, конечно, прекрасно понимаю, что быть пророком задним числом легко, и эти знамения Геродот, скорее всего, дописал, уже зная, чем все кончилось. Но сама привычка человека в зените силы отмахиваться от всего, что не вписывается в его планы, она-то настоящая, и за 2500 лет никуда не делась. И вот теперь то, ради чего все затевалось. Главный ответ на наш вопрос. Перед самым вторжением Ксеркс, как когда-то его отец, разослал по Греции послов с требованием земли и воды. Снова дал многим городам шанс покориться без боя, и многие, кстати, снова покорились. Но Геродот отдельно отмечает деталь, мимо которой обычно проскакивают на полном ходу. В 2 города Ксеркс послов не отправил вообще – в Афины и в Спарту. И причину называют прямым текстом, потому что именно там, при Дарии, убили персидских вестников. Одних сбросили в пропасть, других – в колодец. Вот он ответ. Вот почему богатейший царь земли шел именно на нищий городок без стен. Понимаете фокус? Всем остальным грекам Ксеркс по сути говорил: покоритесь, и может обойдется. А Спарте он не сказал ничего. Спарте даже не дали разыграть дипломатию. До нее просто не существовало опции сдаться по-хорошему, потому что на руках у города была кровь царских вестников, а она в глазах персов не смывалась ничем. Тот самый колодец, тот самый пинок, который в кино выглядит как героический жест свободы, в реальной политике сработал ровно наоборот. Он не отпугнул царя, он его притянул. Он превратил Спарту из одного из многих городов, которые можно завоевать, а можно и оставить, в город, который нужно наказать лично и принципиально. Иначе ведь вся постройка власти расползется.
Если можно безнаказанно перебить царских послов и при этом остаться свободным, какой ты тогда царь царей? Так что да, Спарта во многом сама вписала свое имя в список на уничтожение. Тем самым колодцем. Но и это еще не вся история. Потому что в самой Спарте про тот колодец думали совсем не то, что думаем мы. Мы видим в нем дерзость и удаль. А спартанцы со временем увидели в нем проклятие. Дело вот в чем. После расправы над вестниками у них перестало ладиться с жертвоприношениями. Раз за разом гадания выходили дурными, и боги будто отвернулись. А для общества, где ни одного серьезного дела не начинали без правильной жертвы, это была настоящая катастрофа. Невидимая, но осязаемая. И спартанцы поняли, в чем беда. На них пал гнев Талфибия. Кто такой Талфибий? О, тут красиво. Это вестник из Илиады, геральт самого царя Агамемнона, небесный покровитель всех послов. А в Спарте жил целый род, что вел от него происхождение – Талфибиады. И именно они по традиции вели все спартанские посольства. То есть город оскорбил не просто двух персов, он оскорбил самого покровителя вестников. И тот, по их вере, теперь медленно душил всю Спарту чередой неудач. Это, кстати, одна из самых сильных вещей во всей истории, на мой вкус. Жестокий поступок здесь не остается безнаказанным, где-то абстрактно, на небесах. Он садится на сам народ, невидимым камнем, и не отпускает годами. Сделали раз, и теперь живите с этим. И спартанцы стали искать, чем расплатиться. Раз за разом собирали народ и спрашивали, кто готов отдать жизнь за город. Не в бою, просто поехать к персидскому царю и дать себя казнить. В уплату за тех убитых вестников, чтобы снять со Спарты гнев. И двое нашлись. Сперхий, сын Анариста, и Булис, сын Никола. Оба знатные, оба богатые, то есть не отчаявшиеся бедняки, которым нечего терять. Люди, у которых было все. И они добровольно вызвались ехать через полмира, чтобы там, на чужбине, их убили. Вдумайтесь в самоустройство этого поступка. Они едут не воевать и не геройски пасть с мечом в руке. Они едут спокойно подставить шею под нож врага ради того, чтобы с их родного города сняли вину. По дороге к персидской столице, к Сузам, они остановились у знатного перса по имени Гидарн. Тот был у царя наместником всего азиатского побережья. Гидарн принял их радушно, накормил и завел разговор, который, на мой взгляд, и есть настоящее сердце всей этой войны. Куда там батальным сценам? Гидарн говорит им, по-доброму, по-хозяйски: «Ну что вы упираетесь, спартанцы? Посмотрите на меня. Будьте царю друзьями, и он вас возвысит, даст земли, сделает правителями. Стоит только покориться». И вот что ответили эти двое, ехавшие на собственную казнь. Сказали примерно так: «Гидарн, твой совет однобокий, потому что ты знаешь только одну сторону жизни. Что такое быть рабом, ты знаешь прекрасно. А вот что такое свобода, не пробовал никогда и не ведаешь, сладко она или нет. А попробовал бы, советовал бы нам драться за нее не копьями даже, а топорами». Меня от этого ответа, не побоюсь сказать, пробирает до сих пор. В нем вся пропасть между двумя мирами, что столкнулись в той войне. С одной стороны, огромная империя, где есть один господин, а все прочие так или иначе его подданные. И высшая удача в жизни – это попасть господину в милость. С другой – нищий городок, где люди готовы лечь под нож, лишь бы не вставать на колени даже перед величайшим царем на земле. И знаете, что мне тут кажется самым тонким? Гидарн ведь не злодей в этой сцене. Он искренне предлагает им хорошее, по своим меркам, достаток и положение при дворе. И не понимает их ровно потому, что сам никогда не пробовал того, ради чего они готовы умереть. Нельзя соскучиться по вкусу, которого ты не знал. В Сузах их подвели к царю. Стража потребовала, чтобы они, как положено перед владыкой, пали ниц. Спартанцы отказались наотрез. Даже если силой пригнут нам голову к полу, не сделаем. Не в наших обычаях кланяться смертному, и не за этим мы приехали. А приехали, сказали они, чтобы царь казнил их в уплату за убитых в Спарте вестников. И вот тут Ксеркс, тот самый, что сёк море и рубил надвое чужих сыновей, повел себя неожиданно. Он отказался их убивать. И сказал по Геродоту замечательную вещь: «Я не стану уподобляться спартанцам. Это они нарушили закон, святой для всех людей, перебив вестников. А я не буду делать того, за что сам их осуждаю, и, казнив вас в ответ, не сниму со Спарты ее вины».
2 спартанцев вернулись домой живыми. Вот теперь весь Ксеркс виден целиком, в одном кадре. Те, кто пришел к нему смиренно умирать, кто восхитил его своей отвагой, он отпускает с миром. А целый город, что однажды дерзко швырнул его послов в колодец, идет стереть с лица земли. Один и тот же человек, щедрый и почти добрый, когда им любуются и приходят к нему сами, и страшный в ту самую секунду, когда ему перечат хоть в чем-нибудь, будь то Пифий со своей просьбой или просто непогода на море. Все зависело ровно от одного – кланяешься ты ему или нет. Казалось бы, на этом все. Гнев Талфибия унялся, 2 смельчаков вернулись живыми, а дальше будут Фермопилы и тот самый Леонид с 3 сотнями спартанцев. Весь знакомый эпос. Но у истории есть хвост, от которого по-настоящему не по себе, и рассказывает о нем сам Геродот. Он говорит, гнев Талфибия тогда и правда отступил. На время. А по-настоящему он проснулся снова много лет спустя, уже во время следующей большой войны, когда греки резали друг друга. И, по словам спартанцев, обрушился совершенно адресно. Он пал на сыновей. На Никола, сына того самого Булиса, и на Анериста, сына того самого Сперхия. Детей тех 2, что когда-то ездили в Сузы снимать с города проклятие. Их отправили послами в Азию. Снова послы, заметьте, снова вестники. По дороге их предал фракийский царь, схватил у Гелеспонта, да-да, у того самого пролива, что когда-то высек Ксеркс, и выдал афинянам. А афиняне их казнили. Геродот прямо пишет, что именно это и есть для него доказательство. Во всей истории был замешан Бог. Слишком уж точно гнев вестника настиг через поколение детей тех, кто за вестников ездил расплачиваться. Слишком уж страшно сошелся круг. А теперь вспомните Ксеркса на холме у Абидоса, как он смотрел на свою бесконечную армию и плакал, потому что через 100 лет из этих людей не останется в живых ни одного. Так вот, он был прав, и при этом не понял главного. Люди-то умерли, да, а вражда, которую он вез с собой через пролив, пережила их всех. Пережила и его самого, и его армию, и тех 2 смельчаков, что приезжали к нему умирать. И не унялась, пока не дотянулась до их детей. Человек живет лет 70, а обида, которую он запускает в мир, тянется куда дольше. Так что в следующий раз, когда вам покажут красивый кадр с «это Спарта» и пинком в яму, вспомните, что было дальше. Иногда самый эффектный жест неповиновения – это и есть тот самый камень, который ты привязываешь к собственной ноге. И носишь его потом не ты один, а еще и твои дети.